Друзья, добро пожаловать в Lucky 13. Сегодня будет рассказ о долгом, но очень интересном проекте Porsche 964. Погнали! Знаешь, ты правильно сказал, как в старые добрые. Наверное, с этого и начнем. В нашей команде, в принципе, все проекты любимые, все они особые. Но есть такие, которые получаются очень сложно, получаются очень долго. И, наверное, поэтому именно им мы уделяем особое внимание и особую любовь. Вот этот автомобиль потребовал ровно 3 года, чтобы мы его завершили. Это самый долгий проект в нашей компании. Начинали мы его еще в предыдущих помещениях, маленьких помещениях во время ковида. И, в принципе, очень было всяких моментов и нюансов, так как мы до этого никогда классический Porsche не строили и сталкивались с интересными событиями, как доступность деталей, каких-то элементов. Все производилось вручную, все делалось по заказу или заказывалось в очень долгие сроки. Но помимо этого мы понимали, что мы не можем этот проект закончить быстро. Мы понимали, что этот проект требует большие вложения и различные решения. Самый большой челлендж был, что мы не хотели быть похожи на культовые производители в мире. Это Singer и Gunther. Два таких, скажем так, очень серьезных производителей, которые реставрируют, строят классические Porsche. Искали компромисс, оставаться на классическом стиле, искали компромисс сделать такой, скажем так, эксклюзивный продукт с нашим почерком. Изначальная задумка была перенести бак, бензобак посередине, уже такой спортивный лиман, отклик, установили спортивные Recaro ковши, салон доработали. В принципе, весь салон, начиная с пола, заканчивая с потолком, все элементы, все это доработано, перетянуто в кожу, встроенные LED лампочки, да, поменяли все освещение на LED-овое, установили дополнительную LED подсветку, элементы дизайнерские. Очень много работы было по металлу также в салоне. Тут отдельное спасибо нашему сотруднику, очень хорошо постарался, молодец. В принципе, команда уделила очень много часов труда, чтобы получился вот такой проект. Что мы сделали? Мы сделали полный перекрас. Мы поменяли, восстановили, заменили все резинки, накладки, пластмасски. Мы поработали с оптикой, передняя, задняя оптика, поворотники, стекла. Это такое, вот скажем, визуальное, что вы видите. Установили КНВ подвеску, спортивную, регулируемую. Поставили классические BBS-диски, с ними тоже целая история. Как вы знаете, BBS-компания обанкротилась. Диски не найти, нигде не купить, очень много подделок, очень много обмана. И вот эти диски стоят почти 5000 евро. В конце концов, спустя вот этот долгий период, как мы искали колеса, владелец в Германии где-то у кого-то нашел новый комплект, сам приобрел и нам отправил. Вот прям снимаем сейчас видео, и буквально 5 минут назад мы установили колеса. Вот такая готовность спустя 3 года. Но, несмотря на это, работа сделана грандиозная. Она, скажем так, уникальная. Мы подснимем интерьер, покажем все детально. Каждый болтик, каждая гайка, каждый элемент был оцинкован, отреставрирован и собран. В принципе, мы можем смело сказать, что мы улучшили автомобиль и дали ему долгую-долгую жизнь, так как все позиции, скажем, улучшены уже по современным технологиям. А еще хочу добавить, друзья, отдельное внимание, мы сделали кастомный ducktail, не хотели переборщить с ним, аккуратный, маленький, но все-таки есть. Модель это 964, если те, кто только что сейчас включились, чтобы понимали. Проект трехлетней давности. Нет, проект трехлетней, ну поправь голос за кадром, выдержки, наверное, правильно, да, вот Влад правильно сказал,
проект трехлетней выдержки. Мы им очень гордимся, и мы рады, что владелец, заказчик этого проекта это понимал, он понимал, на что он идет. И я вам честно скажу, ни разу за этот долгий период не было такого, что он нам как-то навязывал или ускорял, или были какие-то претензии, что мы не вкладываемся в срок, потому что человек видел процесс, человек видел качество и уникальность продукта и поверил в нас, самое главное, и получил, конечно же, от нас такую же отдачу, любовь и уникальный проект. Как-то даже не верится, что он закончился, но как есть. Давайте посмотрим, давайте мы вам покажем, что мы сделали. Итак, начнем с заправки автомобиля. У нас спортивный кастомный бензобак. Сколько мы с ним навозились, если честно. Была возможность приобрести уже готовый бензобак, но мы решили, что надо сделать кастомный. И это заняло также почти 2 года. Потому что, оказывается, там есть еще своя технология, как он должен строиться, свои резервуары и так далее, и так далее. Поэтому все, что мы задумали сделать на этот автомобиль, кастомное или уникальное, требовало просто гигантское время. Ну и второй, сразу скажем, такой большой плюс в нашу сторону, что заказчик понимал, что это будет долгий такой уникальный проект, и он нам разрешал не спешить, думать и, скажем так, придумывать какие-то интересные решения. На самом деле, при таких больших реставрациях, при таких больших проектах это очень большой плюс, потому что, ну, скажем так, в течение пару месяцев меняется мнение, меняется решение, меняются идеи, и это помогает дойти до правильного конечного продукта. Поэтому те, кто говорят, что можно построить, отреставрировать вот такой классический автомобиль там за год, если честно, я не верю. Если мы говорим про кастом, про индивидуальную реставрацию с какими-то уже добавлениями, я не верю. Просто вот не верю и все. Потому что качественная перекраска со всеми цинком, со всем остальным требует очень долгое время. Это такой ювелирный подход. Ну что, пойдем дальше? Итак, возвращаемся назад к дактейлу. Ну, правильно я сказал, возвращаемся назад к дактейлу. Все логично. Может быть, просто посмотрим. В закрытом состоянии, положении он выглядит так. Маленький аккуратный спойлер, такая была изначальная задумка. И при открытой версии мы уже получаем более спортивный и агрессивный вид. Классика плюс уже какой-то такой рейс-лук. Ладно, с дактейлом все понятно. Перемещаемся дальше. Обратите внимание на классические прекрасные BBS LM. Сначала задумка была ставить 19, диаметр R19, но в последний момент мы все-таки решили, что аккуратно и красиво будет выглядеть 18. Так и сделали. Разноширокие, с золотым центром, чтобы вообще такой прям, понимаете, чувствуете вот этот привкус гонок, привкус 90-х. Вот он тут и присутствует. Итак, переместимся в салон. Обратите внимание на пороги. Мы изготовили пороги с идеей Back to Classic. Так как очень популярна становится реставрация, восстановление классических автомобилей, мы изобразили линейку 911 Porsche, но в обратную сторону, с нового на классический. Давайте, друзья, я присяду поудобней. Насколько удобно в ковшах это можно сделать. Пытаюсь понять, как будет себя ощущать водитель этого автомобиля. Но хочу добавить, что мы пошили оригинальные, более удобные и комфортные сиденья электрические, как запасной вариант для этого автомобиля. И
владелец всегда сможет, у него будет возможность легко и быстро, оперативно поменять при нужде спортивные или оригинальные штатные. Но на данный момент расскажу вам, что мы изменили в салоне. В принципе, все. Начиная с пола, это металлический пол с нашим логотипом. Мы добавили хронометры, конечно, уже по классике. Это у нас Tag Heuer, классическая версия. Также под этот Tag Heuer мы сделали приборную панель. Сейчас она подсвечена зеленым. Тот же цвет, тот же стиль, и наше лого интегрировано в таком же исполнении, как логотип Tag Heuer. Плюс у нас есть установлен Porsche современный, но в классическом дизайне, скажем так, это даже не то что магнитофон или радио, это целая мультимедийная система, так как там навигация и Bluetooth и все остальные, скажем так, в наши дни необходимые вещи. Помимо магнитолы мы также интегрировали, аккуратно спрятали Hi-Fi музыкальную систему, которую, к сожалению, мы через камеру вам не можем передать, но поверьте, это очень громкий и качественный по звуку автомобиль, по аудиозвуку. На самом деле сейчас попробуем включить, хотя бы, чтобы было какое-то у нас с ладом понятие, насколько сочно он звучит, да? Момо прототипа руль, редкая вещь такая, мы его, скажем так, надыбали, он новый в коробочке. Также сделали кастомную рукоятку, где у нас есть надпись Hustle, с двух сторон читается, облегченная с отверстиями. Рукоятка ручника с логотипом Porsche. Задняя часть автомобиля пол вылет с монолита, это композитные материалы. Но мы оставили два кресла. На самом деле мне придется выйти. А нет, знаешь что? Мы подвинем вперед. И может быть ты даже с камерой можешь залезть, показать, как это выглядит. Что хочу добавить. Мы оставили возможность для еще дополнительно двух пассажиров. Поставили кресло на магнитной системе. Плюс у нас стоит амортизатор, который его удерживает, чтобы было удобно вернуть назад. Стоит распорка. Все, как вы видите, затянуто в кожу, в стилистике с красной ниткой. Ну и также на магните закрывается. Полная перетяжка потолка, вставки сидений, центральная панель. Верхняя часть панели тоже кастомная деталь. Это мы изготовили и установили дополнительно. Сейчас на видео у нас нету педалей, так как мы сделали тест-драйв и поняли, что металлические педали скользят. Мы добавляем сейчас резиновые элементы. Педали сделаны с металла, с резиновыми вставками в стилистике нашего логотипа. Так, что еще? Дайте вспомнить. Ну да, конечно, все элементы, как застежки ремней, сами ремни, все пластмасски, вставки, все перетянуто то ли в кожу, то уже в материал. Также мы изменили рукоятки открытия дверей. У нас есть классические красные ленточки. Это уже стилистика гоночных автомобилей. И просто банально, но очень элементарная рукоятка закрытия дверей. Как всегда, проект еще не закончили. Это так выглядит порт USB, чтобы музыку слушать. Вадим еще не окультурил. Но это типа тихо. Мы сейчас все спрячем. Но у нас же есть Bluetooth. Зачем тебе Bluetooth? Ты хочешь через... Конечно, можно маме моей позвонить, узнать, ей нравится Porsche или нет. Ну там еще есть киса мяу-мяу. Ну, мое уже. То бишь у нас есть выбор, позвонить маме или киса мяу-мяу. Смотри, насколько прикольный экран, несмотря на его маленький размер. Хочешь сказать, что он еще тачскрин? Да-да. Да ладно. Ху-ху. Мы все равно не передадим этот звук через камеру и микрофон, но... You're not here with me.
You never said goodbye. Someone tell me why did you have to go and leave my world so cold? Да, вот такой музыки в таком автомобиле место быть. Это 100%. Ты просто начинаешь, как говорится, настолько погружаться в эту ностальгию. Мы тут помимо съемок, наверное, не знаю, это будет вырезанная часть, с Владом обсуждали, не скучно ли мы рассказываем. Но, если честно, мы все взрослые люди. И что нам рассказывать, и там, подвези 25 айфонов получишь. Ну, как бы здесь немножко другой сюжет. Мы все взрослые люди, мы хотим вам, скажем так, искренне, с эмоциями донести тот вкус и тот стиль, который, та тяжелая работа, тот труд, который был проделан в этом проекте. Поэтому тут особо прикалываться или делать какие-то лишние движения, да и желания нет. Тут хочется вот прям вот Майкл... Шикарно. Что я еще хотел добавить, что, честно, это один из редких автомобилей, где от музыки я кайфую просто. Я так бы хотел, чтобы хоть в одной из моих машин была такая музыка, потому что сколько бы мы ни делали, вот 4 машины я делал, и у меня вообще звучания нету. Неважно, дорогая система, огромные сабвуферы. Как бы ни старались, полная там шумовиброизоляция, ну не получается такого результата, как вот получилось на этом автомобиле. Правильно Вадим добавил, что для души, как и много что в этом автомобиле, в этом проекте делалось для души. Я думаю, что, может быть, мы не отдадим заказчику этот автомобиль. Купим ему в Японии похожий, отправим и скажем, ну типа, ну так получилось. Ладно, да, в салоне тут много можно сидеть, много можно рассказывать, потому что всякие интересные решения, прям до болтиков, как мы закрепляли каждые позиции, детали, чтобы это все было в одном стиле. Обшивки, все прикручивалось, скажем так, с одной резьбой, с одним дизайном, чтобы это было по-заводски и монолитно. Но я очень горжусь своей командой. Даже несмотря на 3 года, это замечательная, эксклюзивная, крутая и уникальная работа. Поэтому, во-первых, я хочу сказать спасибо своим пацанам, а во-вторых, заказчику, что дал возможность так долго работать с этим автомобилем. Еще раз спасибо, надеюсь, что наш долгий рассказ не будет скучным, не будет, скажем так, нудным. Но, еще раз замечу, здесь не хайповая тема, здесь мы с любовью и душой. Поэтому еще раз извините, что так редко выходим к вам. Будем по возможности, по эмоциям.